Наталья Краковская. Стесняюсь спросить, а Плес это где? Это город на Волге, где я проведу класс с 9 по 13 апреля. Группа собирается. Гостиницу мы уже выбрали и номера забронировали. Ну, те, кто уже в группе. Присоединяйтесь. В Плесе писал Левитан. Большая честь там поработать. FGHHH. Ваша задача выполнена на 100%. У меня был кризис. Устала рисовать. И после перерыва наткнулась на ваш урок. И сразу все сложилось и получилось. Ура! Отлично! Поздравляю! Наслаждение читать такие письма. Значит, то, что я делаю, востребовано. И вы вместе со мной, мы движемся, карабкаемся по горе к вершине знаний и умений. Из Тудова, с горы, с вершины мы будем обозревать окрестности и чувствовать себя расширенным пространством. Нат Имели. Художник – это проводник. Он как бы ни был прекрасен, продукт времени. Или он проводит сегодня, или остается верен тому, на что был спрос тогда. Это нужно принять. Спрос публики и социума не критерии. Они отстают, а художник часто опережает время. Вы супер, спасибо, Нат Имели. Вы поймали свою волну в свое время. Но времена меняются. То есть типа отстал, да? Запросы Вселенной меняются, ей нужны другие пазлы, а значит и другие проводники. Нет проблем, станьте проводником. Мир не рай. Откуда вы знаете? Он просто так устроен. Ну, в вашей реальности так все устроено, в моей по-другому. Таковы жестокие законы реальности. И нет смысла на нее сетовать. Я разве сетую? И сапожник, и художник проходят одни и те же уроки осознания. Уровни в социуме тут не в счет. Не спорю с вами. В вашей карте мира так, в моей по-другому. Я собираю один мир, вы другой. Вот и все. Некоторые осознающие считают, что разные юги, ну там Двапара, Кали-юга, ну и прочие, они находятся вот в каждой точке времени и пространства. То есть мы с вами сейчас пребываем в разных югах. В чьей-то реальности рай, а в чьей-то ад. Ну или там какие-то другие пазлы. Что касается спроса публики, но самое главное, на мой взгляд, не очень-то от него зависеть. Спрос, мода, ну довольно-таки проходящие вещи. А давайте сами формировать моду. Почему нужно ей следовать и гнаться за тем, что спрос имеет? Например, начали все художники сейчас писать треугольнички. И что же, мне тоже треугольнички писать? Какие-то особые треугольнички? Мне кажется, что если следовать за спросом публики, за модой, есть риск потерять себя. Ну, я встречал таких художников, которые в погоне за заработком теряли свой талант. То, что им было дано, и то, что нужно было развивать, они теряли. Причем безвозвратно, как я понял. Ну, я видел таких. Еще одна радостная новость, друзья. Я открыл свой канал на Boosty. И я начал уже делать там эксклюзивные посты, которые будут доступны по подписке. В них я собираюсь и уже делаю объемно показывать, как я работаю. Фактически вы будете присутствовать при создании каких-то картин, эскизов, этюдов, набросков. И я думаю, что это углубит наше общение и рост вашего мастерства. Так что добро пожаловать, вы можете уже сейчас заходить по этой ссылке и регистрироваться там. Я работаю практически каждый день, и каждый день я вас буду знакомить с какими-то эксклюзивными материалами. Добро пожаловать! Продолжаю отвечать на ваши вопросы. На следующий день заметно потеплело, поэтому градусов, наверное, 25 на солнце. Александра Высоцкая. Расскажите, что за площадка, терраса, с которой вы ведете съемку, за вами шикарный вид. Да, волшебный вид, хочется, чтобы вы тоже им наслаждались. Гора Болгатура в Гурзуфе, поднимайтесь на нее,
верхняя часть этого места. И с нее шикарный вид еще на Медведь-гору. Все расцвело, и можно найти шикарные точки для живописи. Адалары видны, конечно. В Гурзуфе много волшебных мест. Это просто Мекка для художников. Здесь очень много художников всегда. Дана солнечная, я золотом бока оформляю. Пришла к тому, что лучше всего подходит почти всем работам, картинам. Есть ощущение рамы. Золото дорогое нынче. Может быть, какой-то заменитель использовать? Какой-то акриловый там такой с золотым порошком. Ну, тоже недешево. Подскажите, Дана, а лучше покажите, что за золото вы используете. Ну, в телеграм-канале у нас есть группы, там можно выложить. Есть еще Паталь, но я никогда не пробовал с ней работать. Если кто-то делает, расскажите, ребята. Для тех, кто не знает, я запустил новый курс «Детский портрет» на своем сайте. Вы его уже начали приобретать. Пару слов еще скажу для тех, кто будет в нем участвовать. 10 уроков курса. Он с обратной связью, вы рисуете, пишете, отправляете мне для просмотра своей работы, над чем вам нужно работать, на что особенно обратить внимание. В основе всего, чтобы вы не рисовали, особенно там голову человека или фигуру, лежат простые формы, которые просто склеены вместе. Ну, нос, ну какая площадка, боковая площадка, боковая, нижняя, да, ну такая вот трапеция. Даже это сложно. Куб, в принципе. Вот лицевая часть куба, боковая часть куба, и еще нижняя, верхняя. Вот это все конструктивно, если вы будете держать в голове, когда рисуете форму, это поможет вам рисовать и писать объем, передавать пространство, в котором находится та или иная форма. Просто на это обратите внимание. И ценность этого курса не в том, что существуют разные задания, по сложности разные, а в том, что вы продвигаетесь к мастерству, к тому, чтобы ваши работы отличались от дилетантских, чтобы они были профессиональными. И я изо всех сил стараюсь это привить. Да, мы все любим красоту. Сложно ее передать. То ли это цветы, то ли натюрморт какой-то, да, то ли улыбка ребенка. Но эта улыбка, это же губы, которые имеют форму. Их нужно научиться рисовать правильно, чтобы они были объемны, чтобы они передавали пространство. Так что давайте над этим работать. Этот курс поможет разобраться не только с тоном, цветом, но важно, чтобы вот эти мазки были положены в нужное место. Ну вот, этому посвящен курс. Друзья, я приглашаю вас пройти курс «Детский портрет». Причем я буду его писать, весь курс, все портреты акварелью. Это не значит, что вы должны работать в этом же материале. Он очень самый сложный. Пишите в любой технике, которая вам интересна. Первый урок бесплатный. На нем мы изучаем конструкцию детской головы и рисуем предварительный рисунок карандашом для того, чтобы потом работать акварелью. Особое внимание я обращаю на конструктивную часть, на рисование объема. Мы не просто сравниваем расстояние, величины, но мы работаем еще над объемом. Учимся видеть конструкцию и мыслить плоскостями, когда мы уже будем писать. У всех есть дети, внуки, и, конечно, этот курс будет вам интересен. Идея в том, чтобы вы смогли подняться на новый уровень мастерства и делать работы более профессионально. И мы будем набираться опыта, чтобы использовать фотографии качественные для того, чтобы применять их как исходный материал. Детей усадить и невозможно, чтобы они держали долго позу, поэтому на этом материале мы будем осваивать работу с фотографией. Конечно, приветствуется делать наброски ваших близких как можно больше, с тем, чтобы развивался навык рисования с натуры. Но опытные художники всегда применяли фотоматериалы в своих работах для своих картин. Стесняться этого не нужно. Мы просто будем набираться опыта, работать с таким материалом. Это различные характеры, различные состояния, которые мы будем учиться кристаллизовывать в материале, в листе бумаги. Или в холсте кто-то захочет писать маслом. Интереснейшая и сложнейшая задача.
Пугаться сложностей не надо. Мы будем писать ощущения, свое впечатление передавать. Ну и учиться, конечно, передавать это все на фундаменте, который основан на главных законах живописи и рисунка. Есть два пакета – базовый и расширенный. Базовый пакет дает вам доступ в течение 6 месяцев ко всем материалам курса на платформе. Расширенный пакет предусматривает обратную связь. После каждого урока вы выполняете домашнее задание, присылаете мне на разбор, я даю свою рецензию, и вы получаете доступ к следующему уроку. Я буду публиковать лучшие ваши работы на YouTube, на Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Телеграме. И также тем, кто купит расширенный пакет, будет доступ к дневнику открытий, который я завел в Телеграм-канале. Он довольно быстро пухнет, потому что все делятся своими открытиями в живописи. Он очень ценный, этот дневник. Ну, для меня, по крайней мере. Я жду от вас ответ на мое предложение. Принимайте решение, приступаем работать немедленно. Акционная цена на курс в половину стоимости будет доступна до 16 марта.